сколько раз нужно заниматься сексом? Сложный вопрос, давайте вместе на него отвечать. Сразу же скажу, на него нет правильного ответа, потому что на это влияет очень много факторов. И сначала давайте определимся со временем, какой диапазон времени мы берем. Мы берем не год, не месяц, а давайте возьмем неделя. Ну так вот, сколько же раз в неделю парень, девушка нужно заниматься сексом? И тут влияет на все очень много факторов. Такие факторы, как половая конституция. Половая конституция – это то количество гормонов, это наша физиология. Это то, что нам передается по наследству. Это наша физическая особенность. Это как цвет глаз, цвет волос, длина рук, длина ног. То, что мы не можем как-то изменить. То, что у нас есть при рождении, и у каждого это индивидуально. У кого-то есть слабая, у кого-то есть сильная половая конституция. Опять же, есть виды половой конституции. То есть, для кого-то, допустим, раз в 10 дней окей, а для кого-то в неделю 2-3 раза окей будет. Но не только половая конституция влияет. Очень сильно влияет, опять же, это атмосфера в семье. Есть ли интимность, есть ли близость, есть ли любовь? Потому что, как на практике бывает, когда ко мне приходят клиенты на терапию, девушки либо парни, и рассказывают то, что, допустим, один случай. Парень с девушкой занимается 3-4 раза в неделю. И для него это окей. Но для девушки это не окей. Девушки это очень много. Для нее нормальное среднее значение это раз в неделю, либо раз в 10 дней. И они договариваются, они находят общее число, общее количество раз для того, чтобы им было, опять же, для того, чтобы они получали удовольствие, для того, чтобы секс был в кайф, чтобы это не было насилие, чтобы это не было принуждение, для того, чтобы вообще секс, он создан для того, чтобы получать удовольствие, чтобы обоим было удовольствие, не только одному партнеру, потому что если удовольствие получает только один партнер, это получается насилие. Так быть не должно. Удовольствие должны получать оба партнера в сексе, опять же, и это нормально. И вот, опять же, про разную половую конституцию. Допустим, если девушка себя изучила свою половую конституцию, и для нее нормально раз в 10 дней, а парню окей, допустим, для него, у него гормоны, тестостерон, у него такая высокая половая конституция, для него нужно 3-4 раза в неделю, то они находят общее среднее значение, чтобы для обоих партнеров было хорошо, опять же. И, возможно, где-то парень будет применять мастурбацию, и, опять же, это нормально. Возможно, где-то девушка будет также применять мастурбацию по каким-либо причинам, если, допустим, парень там не будет рядом, если он уехал в командировку, если он вообще там вахтовик, образно или там грубо говоря. Ну, то есть, все дело в договоренности, все дело в диалоге. Самое главное тут не вопрос, сколько надо, сколько правильно, сколько надо заниматься сексом в неделю, а для того, чтобы была договоренность, была интимность, были чувства, была любовь, и чтобы люди говорили об этом. Потому что, опять же, вот очень часто бывает такая ситуация, когда клиенты приходят на терапию, приходят на консультацию ко мне, и когда я у них спрашиваю: вы спрашивали у своей второй половинки, у девушки, либо у парня, а как она хочет, сколько он хочет, чтобы вы занимались сексом? И часто многие люди не задают этот вопрос своей жене, парню, своей второй половинке, потому что по каким-либо причинам они стесняются, они стыдятся, возможно, то, что они хотят больше, а получают меньше по разным причинам. Все случаи, опять же, индивидуальны. И тут самое главное, у нас есть род, мы можем разговаривать. И самое, как сказать, отношения в семье, это близость в семье, когда есть доверие, когда каждый говорит то, что он думает, то, что он хочет, то, что для него будет хорошо, и находят общий язык, и находят золотую середину, баланс, и делают так, чтобы секс в паре и в браке был, чтобы, опять же, такой конкретный пример, когда люди приходят на терапию, я с ними разговариваю на консультациях, и слышу такое, то, что в некоторых семейных парах нет секса неделя, месяц, год, а у некоторых годами нет секса. Люди вместе живут, и у них годами нет секса. И вот чтобы не было такого, опять же, по разным причинам у них нет годами секса, у них там свои особенности, свои индивидуальные какие-либо, либо травмы, либо напряженные отношения. Ну, то есть это что-то у них свое, и это все индивидуально разбирается. Но вот чтобы не было такого, чтобы два партнера, парень, девушка, классический сейчас вариант секса рассматриваем, чтобы они получали удовольствие, тут самое главное это договариваться. И, кстати, еще хотел сказать то, что часто так бывает, когда девушка только становится матерью,
И по опыту сразу же скажу, то, что девушкам этим вообще первое время не до секса, им лишь бы поспать, потому что они постоянно с ребенком, очень много внимания уделяют ребенку, путем сами не спят, не отдыхают, то есть они полностью вовлечены в процесс материнства. И когда парень говорит, ну как, ну уже 3-й месяц прошел, ну я хочу секса, а девушка говорит, я просто хочу поспать, я просто устала элементарно. То есть опять же, это нормально, это окей, везде есть свои, как сказать, свои причины. И не бывает так, то, что вот всю жизнь мы там берем, там, не знаю, 30 лет вперед и начинаем прогнозировать, моделировать. Все, вот 30 лет вперед, каждую неделю должно быть строго там 2 раза занятия сексом. Такого не бывает. Когда-то бывает больше, когда-то бывает меньше. Все зависит от обстановки, от стресса, который нас окружает, от доверия, от близости, от ссор. Потому что ссоры, конфликты – это нормально, когда они в семье есть. Не бывает идеальных семей, где такого не бывает. Ну, то есть, это я сейчас все веду к тому, что тут самое основное, не нужно гнаться за какой-то четкой статистикой, за какими-то конкретными цифрами. Тут нужен диалог, нужна интимность, нужна близость и доверие между партнерами. И когда есть это доверие, и тогда оба партнера разговаривают и в процессе диалога находят баланс, находят то среднее число, то количество, когда они оба будут получать удовольствие, а не только один партнер. Спасибо большое. С вами был Сергей Витищенко, сексолог, психолог. Если у вас остались какие-либо вопросы, то задавайте. Всего доброго.